Батуми обычно показывают красиво. Море, пальмы, закаты и новые высотки у набережной. Но сегодня будет другой Батуми. Тот, в котором нужно жить. Ходить на почту, искать магазины, снимать деньги, разбираться с документами и решать вопросы с машиной. Мы покажем город не как туристическую открытку, а как обычную повседневную жизнь. Всем привет, друзья! Как вы уже догадались из названия, Сегодня у нас будет бытовой день в Батуми. Забежим на почту и еще одну транспортную компанию. Покажу пару местных особенностей заказов из-за границы. Также пройдемся немножко по магазинам одежды. Ну а главная история выпуска будет регистрация автомобиля. Там все оказалось не так очевидно, как мы думали, поэтому будем разбираться на месте. Ну и зная нас, это точно будет не просто инструкция, а прям целое маленькое приключение. поэтому устраивайтесь поудобнее. Ну а мы начинаем. Ну что, друзья, давайте немножко предыстории вам расскажу. Вот этот вот коммерс, его зовут Иван, знакомьтесь. Он теперь часто будет в роликах, потому что он меня поднял ни свет ни заря и потащил черти знает куда. Ну, собственно, и вас тоже. И вот предыстория. Он съездил в Турцию, отдохнул там, его покусали там местные комары. Он приехал и решил регистрировать машину. Казалось бы, пытливый зритель скажет, ну а что тут такого? Видно, съездил на машине, на границе его там немножечко употребили, и он решил ее зарегистрировать, чтобы потом без маски на ней можно было спокойно ездить. Да? Нет, он туда летал, причем и туда, и обратно. Ну давай же, расскажи теперь, на какого болта мы едем регистрировать машину? Потому что мне пришел штраф в виде переезда, пересечения границы в виде $400 за то, что машина находится здесь больше 90 дней. И как бы вариантов не так много. Ее или вывести, или делать постоянные визараны, которые я по факту еще не знаю, могу ли я делать, сейчас и узнаем. Или регистрировать полностью на грузинские номера. Но даже если я зарегистрирую на грузинские номера, то ездить могу только по Грузии, так как у меня нет ВНЖ. Потому что Турция меня не впустит в Турцию и на машине, на грузинских номерах без ВНЖ. Ага. Короче, вот при всей вот этой вот канители, мое личное предложение было ее утопить. Но он сказал, что если ставите 10 тысяч лайков, тогда мы ее топим. Я говорю, ставим $3000 и в принципе поехали. А прикинь, вот сейчас кто-нибудь в самом деле вот... Мы поедем топить и шо? Так же вот не допросишься лайков, но а сейчас назло понаставят. Ну что, поедем топить? Трошку если скидывают, поехали. Ребят, вы слышали, короче. Это будет топ-контент. Я, правда, не знаю, где мы его будем топить. А я говорил, что ролик будет веселый. Так, ну куда-то мы точно приехали. Сейчас будем смотреть, туда ли мы вообще приехали. Добрый день. А подскажите, я хочу поставить автомобиль на грузинскую регистрацию, на постоянную. Если вы на нее сделаете сертификат, что она Евро 5, тогда можно. Да, я знаю, но Евро 5 это надо в Германии. Мне его в Германии никто не сделает, не привезет. Это... Ну, это до 1 апреля. После 1 апреля. Я понял, это сразу вопрос. Да. Слушайте, а сколько вот это вот евро стоит? Ну, поставить? Растаможить, Да, ну, поставить. Фестиваль. фестиваль. Ага. Ну и там акциз уже другое. Все, спасибо. Спасибо. Все, спасибо. Прикольно. Но акциз не забывай 3000 лари. Акциз Что за на акциз? то, что машина старая. А, еще такое. Да, то есть как бы я посчитал, там $1600 стоит цена вопроса. Так я тебе говорю, дешевле ее утопить. Там Не, не полторашку дешевле. всего докинуть Не, и ну все. полторашку смотри, она тут стоит таможенная 5, 5,5 уже. Ну это новая, наверное. Нет, это такая же самая, А у тебя какого года? 2012 года. Боже. То есть 2012 года машина вот такая будет 5 стоить. Тут 5, 5,5. Поэтому я и говорю, 3 это на моих номерах.
5, если на грузинский мы поставим. Не, давайте 10, потому что геморроя тут с грузинскими номерами будет очень много. И тут Остапа понесло. Короче, мы решили поехать на Сарпе. А почему на Сарпе, а не вот в это, куда он тебе сказал позвонить? Потому что я уже звонил. А, и куда тебя послали? Сказали, На Сарпе. обратитесь в Германию, пожалуйста, чтобы они вам на завод Volkswagen, чтобы они вам выдали, пожалуйста, сертификат качества Евро 5. А, ну, в принципе, ну, если через Сарпи поехать, ну, там как бы недолго-то получится. Небольшое пояснение для тех, кто, как и я, ничего не поняли. Итог. Что мы имеем? Машина 2012 года. И она на украинских номерах и оформлена на Ивана. Но украинский паспорт у него уже закончился. Остался только российский. Новый получить без вариантов. Получается, по факту, она оформлена на гражданина другой страны, но штрафы за превышение времени пребывания грузины с радостью раздают. И, как вы уже поняли, они очень немалые. Поэтому надо что-то с этой машиной делать. И, кстати, да, утопить ее тоже не вариант, так как она уже числится ввезенной, и штрафы за нее все равно будут приходить. Выехать на ней никуда нельзя, но это не точно. Сейчас мы как раз поедем на границу и все узнаем. Поставить на учет в Грузии тоже нельзя. Остается только вариант с продажей. Но как и кому, тут тоже может быть сложный вопрос. Поэтому пока отправим Ивана к юристам. Ну, а сами дальше отправимся по нашим делам. Благо, у нас еще много чего интересного будет дальше. Ну и рассказывай. Ну, в принципе, пойдем уже. Куда тебя послали? Куда меня послали? Мне сказали, едьте в Армению, потому что турки не пустят. Грузинам без разницы. Они с каким паспортом, хоть с 10-м, хоть их 15. Лишь бы владелец совпадал вот с... Грузины молодцы. Чтобы у тебя, главное, совпадал паспорт с фамилией в документах. Ага. А в Турции требуют ВНЖ. То есть даже турки бы тоже, может, пустили, но нужно ВНЖ Грузии. Ну, в чтобы... Армении тебе надо 50% платить за то, Скорее что всего. машину вывезти. Ну, короче, надо думать, да. Короче, дело ясное, друзья, но дело темное. Схема очень интересная, и как она вообще должна решаться, никто вообще даже и не знает. Какая-то, конечно, очень странная конструкция над границей возвышается. Первым делом мы с вами отправляемся на почту. Почему на почту, спросите вы? А потому что Батуми очень маленький город, и там в принципе ничего нету. А то, что есть, стоит в 3 раза дороже. Чтобы вы понимали, я купил объектив 2 года назад, попользовался им и продал его бэушный в Батуми дороже, чем покупал. И при этом мне сказали спасибо, какую хорошую скидку вы сделали. Ну все, получил. Единственная очень интересная схема, я плачу за товар, за доставку и за что-то еще 2 лари. Я, если честно, не очень понял, за что. Короче, везде обдерут как легко. Но хоть дошло. Причем, кстати, на удивление, дошло даже меньше, чем за 10 дней с Алиэкспресса. Наверное, это местный рекорд. Можно, конечно, заказывать и через Озон или ВБ, но они там кастрированные и там мало выбора, хотя он больше, чем в городе. Если хотите заказать с Озон, то там все просто. Единственное, каждая доставка вам отдельно обойдется в 6 лари. А вот с ВБ там нужен грузинский ID. Но его несложно заполнить, достаточно нагуглить, с каких цифр начинается серия, а там уже подставить рандомные. И если заказываете до 300 лари, то никаких проблем не будет. Но мне больше нравится заказывать с иностранных сайтов. Amazon, eBay и еще куча всего. Для этого в Грузии есть компания-посредник, типа Камакс. Доставка у них $8 за кило, и если не заказывать гантели, то выходит очень выгодно. Ну, в принципе, друзья, если честно, то тут уже ничего сложного. Тут вам и помогают, и подскажут, куда нажать. Там можно даже в телефоне она вам все понажимает. Ну, комиссия пока за услуги составляет 20 лари. Сейчас посмотрим, сколько еще насчитают налог. Потому что посылка превышает 300 лари. Сейчас посмотрим, как он будет насчитываться. Ну а если же посылка не превышает 300 лари, то вы платите только за доставку по весу товара. И, приходя, улыбаясь во все 32 зуба, забирайте спокойненько свою посылку. Больше ничего вам платить не надо. Ну, в общем, получил я свою посылочку. Единственное, что 10 лари заплатите за это, 20 лари за это. Я так и не понял, за что там еще это все поснимали. Но зато, как итог, посылка у меня. Единственное, что... Очень интересная схема в плане того, что 300 лари получается бесплатно, то есть посылка доставляется, налог вам не надо платить, но если у вас будет 301 лари, то вам надо заплатить 18% со всей суммы, а не с одного лари, который превышает сумму бесплатную в 300 лари. Это максимально, конечно, интересно, если честно. Я почему-то думал, что будет по-другому, что налог будет на сумму, превышающую бесплатный лимит, но да ладно. Вообще, конечно, странно.
Так что, друзья, если вы хотите что-то заказывать, заказывайте только то, что входит в бесплатную сумму, потому что с тем, чтобы заказывать еще и с налогом, вам какие-то... Я так и не понял, за что я заплатил еще 30 лари, за какие-то подготовки, разготовки там. Ну ладно. О, сегодня что-то побольше выбор. О, есть. Вон они, да. Есть, как раз можно это взять. Парочку. Да? И что там это? Вот тут вот на видео попалась одна очень интересная проблема Батуми. Ну, кто понял, тот понял. А кто не понял, то об этом расскажу уже в итоговом видео. Вот как раз повод подписаться, чтобы не пропустить. Вообще, если не ходить только по набережной, то, как по мне, Батуми больше напоминает Азию. Узкие раздолбанные улочки, грязь, мусор, висящие провода и дома в стиле азиатских трущоб. Думаю, если убрать надписи на грузинском и просто вот рандомно показать такие кадры, мало кто бы догадался, что это именно Батуми. Поэтому мой вам совет – посещайте только туристические места. Не портите себе впечатление. А самые интересные мы собрали в нашем путеводителе, который вы можете найти по ссылке под видео или по QR-коду на экране. Ну согласитесь, ведь этот вид выглядит гораздо красивее и приятнее глазу, потому что каждый из вас приезжает на отдых и хочет, чтобы он был приятный. Поэтому это лишь рекомендация. А они так прикольно ныряют и жопки торчат. Ну а сейчас пойдем пошляемся по магазинам, посмотрим, чем там радуют туристов. Сразу попадаем в еду. Ну, значит, пошли, да, повыше куда-нибудь. Еда нам, по-моему, пока вроде не нужна. Так, что-то как-то стало темнее, по-моему, нет? Вон, все сумки по 39 лари. Шопер 12 лари. Прикольно. Правда, на нем стоит 19. Но может это не лари. Большая пушистая, наверное, стоит много хрустящих. Так, 1200. А это сколько? 1600 лари. Это что на 3? 48 кутик. Ну так. Сколько стоит? Неизвестно. Короче, друзья, с ценами, ну вот есть что 30% от цены. А, ну вот такой вот, 160 лари, такой 140. Так, вот и третий этаж, да? Мадам Джорджия, вот. О, смотри, какой это. Смотри, какой пепелац. О, слушай, а здесь симпатичненькие. Слушай, прям красивые. 179. О, смотри, какой цвет красивый. Такой, не хочешь себе квадратик? Вот, 379. Ручная работа. Да. Скидка, аж 30%. 320. Это не та мягенькая, которую ты хотел. Вот мягенькая будет вот та. О. Зай, это только для мобильного. Мне кажется, он это не влезет. Он маленький. Не, ну твой это влезет, наверное. И сколько такая? 150 рублей. А вот это сколько? 89. О! Слушай, прям классно. Так, ну это мы не пойдем, наверное. Там, кстати, вон тоже, смотри, сумочки какие. Да. Это тоже, наверное, что-то. А, Мадин Сакартвело. Вы не подскажете, что написано? Там написано, это Грузия. А,
Обойдя весь торговый центр, нам больше всего понравился этот магазинчик. Там очень стильные, необычные вещи. А так, все остальное, конечно, на любителя. Но пока мы там лазим по магазину, стало известно, что же в итоге делать с машиной. А ничего. Сказали, получайте паспорт и выезжайте. А так ни продать, ни вывезти, ни даже утопить ее нельзя. А вот штраф – это всегда пожалуйста. Поэтому, друзья, будьте внимательны со своими документами. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике. Пока!